Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня у нас двойная премьера. Двойная премьера связана с названием расклада, с колодой, на которой я буду работать. Мало того, что я, собственно, даже колоду не посмотрела еще, я знаю, что это новинка. Я даже не знаю, как она называется. Вот у меня здесь вот лежит коробка, где-то достаточно далеко, но она красивая. Вот я пытаюсь обозреть, знаете ли, а вот чуть не обозреваю в видимом пространстве, но я вам обязательно потом скажу, как она называется. Не хочется сейчас затягивать мне общением с вами, потому что у нас такой формат расклада достаточно короткий, емкий, информативный, который называется «Уроки уходящего года». Да? Что было, с чем необходимо было справиться, соответственно, справились или нет, и, соответственно, будем ли мы дотягивать. Или, собственно, уже оставим на следующий год. Там есть ли шансы завершить все уже гештальты, да, чтобы не тащить это все в прошлое. Популярная, кстати, тема расклада, как оказалось. Вот, поэтому я решила для своей аудитории создать вот такой вот у нас спред, да, Таро расклад, Таро подкаст, как хотите, потому что можно слушать за счет того, что достаточно хороший звук, можно слушать еще и, если вы не хотите смотреть карты, или у вас сейчас нет возможности, вы там, например, там едете за рулем или там в спортзале, какие-нибудь спокойные у вас там упражнения, к примеру, где просто нужно отвлечься. Может, у вас еще какая-то ситуация. Ну, в общем, мы остаемся, да, в спокойном состоянии самочувствия и анализируем уходящий год. Да. Пришло время для подобных раскладов, да, для прогнозов еще рано все же. Но вы знаете, меня вчера уже с наступающим поздравили, и я такая, опа, что наступающий? Ну ладно, давайте смотреть. Одна позиция, да, уроки уходящего года. Ну, я хочу сказать, давайте сразу, что с каким-то накопленным потенциалом, да, нам придется расстаться, потому что такое ощущение, что вот наши жизненные ценности, которые ранее были в приоритете, будут точно меняться. Ну, знаете, например, мы там хотели сделать карьеру в семье, вот у нас вроде что-то получается, или наоборот не получается, мы такие, да, в звезду, мне это уже больше не интересно, я семьи хочу, да. То есть, потому что десятка пентаклей, но мы же не можем читать все постоянно исключительно как карту семьи, там, или что-то еще. Но мы, кстати, могли проходить семейные уроки, да, с которыми 100% явно, может быть, не справились, или в процессе у вас такие завесонные все же, да. Давайте. Уроки, с которыми необходимо было справиться в текущем году. Уроки, с которыми было необходимо справиться в текущем году. Хорошее, кстати, качество у колоды, она такая немножко резиновая, с таким красивым срезом. Достаточно хорошая ровная вырубка. Да, хорошо достаточно все. Мягко, гладенько. Рекомендую, да, как типографию. Ну, как вот качество издательства. Окей. Ну, смотрите. Уроки, с которыми необходимо было справиться в этом году, скорее всего, связаны, опять же, с вашим одиночеством, потому что вот карта отшельника. Но именно в этой колоде такая, знаете, дружелюбная все же атмосфера у отшельника. Да, он в пещере, да, ищет себя с фонариком. Нет каких-то негативных энергий, понимаете, у вашего отшельничества, потому что на 100% было нужно, понимаете, оно было необходимо. Вполне возможно, что в этом году ваши отношения, допустим, не прошли, знаете, какую-то стадию кризиса, не возродились во что-то новое, они либо завершились, либо как бы дали трещину, потому что 100% вы себя чувствовали одиноким человеком, да, может, покинутым человеком, ну, то есть коммуникации с миром, то есть были нарушены. Ну вот я же говорю, да, что кто-то правда мог переживать развод, расставание или, знаете, какую-то недосепарацию, да, потому что достаточно резко, да, резко нас от чего-то отсекли, да, резко закрыли какие-то двери, возможно, какие-то границы поставили, да, смотри, получается, потому что отшельник и рыцарь мечей, да, то есть вот как будто у нас есть определенный страж, который охраняет наше одиночество, потому что, видимо, оно в чем-то ресурсное, и урок этого года понять, да, в чем же вот ресурсно ваше одиночество. Для женщин еще очень часто такое бывает, когда мы слишком центрируемся, например, на мире мужчин,
и нам кажется, вот я без тебя дышать не могу, там, да я умру и так далее, да, и мы слишком много энергии, да, туда, допустим, вкладываем, а нам она необходима для собственной реализации. Здесь тоже, вы знаете, урок, который вы здесь могли не пройти по вот этой вот причине, да, то есть от вас могли отрезать семью, кстати. Вот смотри, да, рыцарь мечей, как бы десятка пентаклей. Или, например, вы не видели в ценности в каком-то союзе, а этот год показывает ценность этого союза. Сейчас давайте немножко подробнее рассмотрим ситуацию. Буквально одну карту я хочу докладывать на отшельника, да, скорее всего. Ладно, давайте на отшельника. Отшельник и карта смерти. Смотрите, вообще, на самом деле, это судьбоносная история, да, это кармический для вас год, да, это год духовного развития для вас, да, это год трансформации, год очень мощных изменений. Ну, посмотрим. Трансформация, да, перетрансформация. Ну, понимаете, здесь крайне сложно еще будет вам что-то менять, потому что вот эти ресурсы, которые накопили по десятке пентаклей, да, они очень ценны для вас. Их много. Они классные, а тут вроде как вот расстаться с этим надо, или, знаете, или обесценить, или идти дальше куда-то. Я же говорю, что для вас это действительно кармический год. Знаете, говорят, что следующий високосный год. Мне кажется, для вас персональный високосный вот в этом году по первой позиции. Хорошо, давайте. С какими энергиями получается, да, мы выходим из этого урока? Он нас опустошает, наполняет. Давайте смотреть. По правосудию, да, по правосудию. То есть, смотря как ты к этому отнесешься, да, тут по сути, результат ты получишь, да, уйдешь в состояние там самобичевания и жаления себя, да, и там, милые ведьмичи, когда же я встречу своего человека по судьбе, то как-то нет. А если, соответственно, мы перестанем центрироваться на наших неприятностях, да, и немножко пойдем в какой-нибудь такой self-made любовь по отношению к себе, то мы этот урок, конечно же, пройдем. Что же там по справедливости у нас? Справедливость и шестерка чаш. Здесь на самом деле вы начинаете понимать, какие же отношения вам нужны. Да? Или то, что мы не ценили, начинаем ценить. Какой-то у вас год переломный, потому что меняются жизненные ценности. Ну что, урок прошли? Как вообще считают карты? Прошли ли вы урок? Потому что бывает такое, что по вот этим позициям, что мы сами можем просрать отношения, понимаете? Не понимая их ценность для себя, а потом такие, да, а можно все вернуть, все откатить назад? Так, окей, урок прошли, обнулились, да, обнулились. Кстати, для кого-то еще очень важный момент был, да, то есть вы могли действительно созреть на рождение детей, то есть если вы там в семейных отношениях, вот смотри, да, карта правосудия, да, шестерка чаш и шут, то есть в вашу семью должен прийти ребенок. Если, собственно, дело там не в ребенке, то есть какое-то существо, которое требует защиты, может быть, собачка, кошечка, может вот еще что-то. Ну, этот момент все-таки связан с тем, что человеку нужен человек. Но здесь именно, понимаете, решается вопрос, а что же конкретно мне по судьбе, да? То есть бывает такое, что мы жили 15 лет человеком, и ты понимаешь, что это не твой человек. И вот тогда здесь будет развод, да? Или для того, чтобы выйти на следующий уровень, необходима трансформация партнера, более серьезные отношения. И, соответственно, вам тоже могут помогать, условно, рвать с ним связи, чтобы он там дорос или понял, да, там необходимы ему там эти отношения или нет. Но с вашей стороны такая же история. Вот видите, насколько для вас ситуация, которая происходит, она кармическая. Ну вот смотрите, когда я задаю вопрос вообще, что-то понятно вам сейчас по ситуации, да, то есть карта шута, это обнуление, это новый путь. И вот это новый путь, или все-таки мы тупим и не можем пройти урок? Это
это новый путь однозначно. Это новый путь. Это новый путь, и если мы с вами говорим про общее состояние энергии, то здесь оно такое более расслабленное, да, потому что, кубковая история – это расслабленность, может быть, это некие моменты творчества, да. Как вот читают некоторые тарологи, да, по карте, королева чаш, вот видела чтение, я уже просто говорю, что я просто белый шум, вот, как люди, да, иногда это видят, считаются же типа потоковое чтение, но, собственно, там читалось как бы королева чаш, как звезда, там нет, конечно, там не энергии звезды, но имеет место быть, когда ее так описывают, королева чаш. То есть имеется в виду, что вот она все про себя знает, что вот она такая звезда прям. В королеве чаш, как говорят, много самолюбования. Но я хочу сказать, что здесь энергии смягчаются, они становятся более мягкими. И, соответственно, если мы смотрим для женщин. Буквально одну карту, если мы все-таки смотрим для мужчин, да? Для мужчин. С какими энергиями вы выходите из вот этих состояний? Вот вы как раз в энергиях конфликта, поэтому могу сказать, что если здесь какие-то сложности в отношениях, то больше, конечно, урок идет на отношения для мужчины, для вашего. Для мужчины в частности. Потому что он не может смириться с происходящим. Вам проще, вы уже ушли в какие-то вот состояния мягких энергий, а человек там нет. Почему? Потому что очень сильно его бьют по эго, да? Если у женщины трансформация проходит достаточно мягко, если вот сейчас мальчики смотрят, у вас не мягко, у вас прям эго очень сильно будет страдать. Как крушение планов, не то, что вот эта башня, да, собственно. И там, понимаете, там растет ощущение, и там, я имею в виду, что и с мужской и женской стороны тут растет ощущение ценности. И на этой почве тоже могут быть конфликты, да. Здесь партнеры просят ценить друг друга. Проходим ли мы урок, если мы видим ценность в партнере, в отношениях, которые могут случиться, например, или которые уже есть, или, собственно, которые были разрушены? Проходим ли мы этот урок? Да, однозначно. Мало того, что мы проходим, мы еще действительно чувствуем, как будто можем вернуть. Интересно, что вот здесь прям пару показывает. Поэтому, ребят, скорее всего, у кого-то была такая мощная проработка кармических отношений в этом году. Позиция общая вот нам показывает, скорее всего, такую, знаете, тенденцию. Наверное, в большинстве своем мы смотрим расклады больше про отношения все же, да, в рейтинге второго раскладов. Поэтому, наверное, общую позицию, которую я для вас вытащила, она больше, конечно, касалась, опять же, ваших кармических завязок с каким-то партнером, потому что вот вам нужно пройти вот эту стадию одиночества. Давайте совет, как мы можем с честью, да, завершить этот год, как мы можем закрыть гештальт, что можем мы для себя сделать прямо сейчас. Десятка жезлов, король пентаклей. Слушайте, на самом деле здесь нужно принять, что мы, возможно, на какого-то человека возлагали большое количество надежд и снизить степень важности, и снизить степень ожиданий. И, соответственно, здесь такая небольшая психологическая проработка должна быть на тему, что со мной что-то не так, если я не могу встретить допустим, условно ресурсного партнера, да, или человека, с кем я захочу, соответственно, быть уже вот этой всей женой, да. В какие энергии здесь необходимо выйти к концу года? Здесь, кстати, кто-то мог из вас осознать, что мы не хотим традиционных отношений, мы хотим действительно по любви, просто чтобы была любовь, да. Королева чаш, да, какой ресурс нам уже готовит этот год, да, согласно вот этим вот всем энергиям, в которых мы находимся. Кстати, у вас прекрасный выход в королеву пентаклей, да, в целостность уже непосредственно, в зрелость, в зрелое отношение к жизни, зрелое отношение к своим ресурсам, да, к полному холодильнику, к новому рецепту, утки в яблоках, может быть, да, каким-то своим личным лайфхакам, к, не знаю, может быть, успешно пройденным финансовым курсом или финансовым марафоном нейроведьмы, к примеру, да, и здесь вот самый важный момент, это тогда, когда мы начинаем себя выбирать, и смотрите, сразу же падает нам карта
влюбленный, да, как бы карта колесницы. Хорошие итоги года, я вас с этим поздравляю, потому что многие из вас действительно проделали очень важную работу, да, на пути становления себя, на пути узнавания себя, и это всегда приносит результаты в материальном мире. Да, наши проработки на тонком плане, наша хорошая терапия, соответственно, ну, хорошая, имею в виду, что качественная, это и всегда инвестиции в себя свое, мало того, что это психологическое здоровье, да, но это же еще и возможность менять свою жизнь. Да, и это магия. И вы понимаете, какими, собственно, скиллами магии, пусть ментальные, но в этом году вы овладели. И это действительно, ну, стоит того, чтобы это как-то отметить, похвалить себя за это. Вы сделали что-то очень важное. Это правда про работу, это я не буду, собственно, там сильно кого-то ругать и говорить, да вы там профокапили весь год. Нет, вы на самом деле усиленно трудились, и результаты, они действительно не заставят себя ждать, при этом они положительные. Поэтому ждите положительных вестей от мира. С вами была я, ваша нейроведьма.